Я начинаю орать «Зебра!» You're making TikTok? No, YouTube. YouTube. Сделайте, пожалуйста, этот пункт точным, важным и нужным. У меня новые зрители. Привет. Привет. Скажи привет. Как тебя зовут? Лера. У меня там 1000 подписчиков, я пока еще новенький. Ну что, ребят, всем привет. Я, если честно, уже сдаюсь и просто начинаю записывать видео, потому что у меня было 500 попыток. Меня тут уже выгоняли с места, траву косили, люди останавливались, звуки какие-то на фоне. Я прошу прощения, но я думаю, что с микрофоном все будет хорошо. На меня сейчас не очень падает свет, потому что солнце то выглядывает, то садится, то дождь обещается. Но я думаю, мы сегодня сможем, и надеюсь, сегодня будет вдохновляющее видео для вас. Наливайте ваши любимые напитки. Я свой напиток уже выпила, к сожалению, потому что у меня был молочный коктейль, двойной вкусный. Пока я искала место, он просто закончился, как обычно. И хочу вас попросить написать в комментариях какие-либо вопросы обо мне, что вам вообще интересно, потому что я планирую сделать видео обо мне, чтобы вас с собой поближе познакомить. Я достаточно человек интересный, многие, кто со мной общаются лично, всегда говорят, что мне надо писать книгу либо о моей жизни, поэтому задавайте, что вам интересно, если хочется узнать, я соберу ответы на эти вопросы и сделаю ролик. У меня для вас такая, так скажем, вдохновляющая игра на ближайшие недели. И это, можно сказать, челлендж, где вам нужно будет отмечать галочками то, что вы сделали. Можете себе на листочек также выписать, либо делиться. Кстати, в Телеграме я сделаю пост, где все пункты, которые сегодня я буду рассказывать, обязательно там напишу, чтобы вам не надо было скринить долго, искать по видео, отматывать. А главное послушать, потом зайти в Телеграм, и в целом там можно найти этот списочек. Можно проходить этот челлендж самому, отдельно. Вообще он в целом рассчитан на то, чтобы проходить его отдельно, потому что я сама какую-то часть своей жизни была, так скажем, одиночка по своему выбору. И мне было очень кайфово. И это те вещи, которые я люблю делать именно одна. Но вы можете проходить какие-то этапы, либо в целом все этапы с подругой, с другом. Я думаю, что это будет очень весело и вдохновит вас обоих. И первое, что я вам хочу порекомендовать, это написать себе письмо в будущее. Опять же, пункты вы можете писать, не обязательно этим заниматься в первую очередь, но это очень классная идея. Я уже такое делала, вот, пожалуйста, трюки на видео. Я уже такое делала не раз, и жду прочтения следующего своего письма, которое я писала в Питере осенью перед уездом в путешествие. И вам рекомендую, это очень вдохновляет. Там вы можете написать, во-первых, типа «Привет, дорогая» или «Привет, дорогой мой человек». Я сейчас нахожусь на таком-то этапе, сейчас прохожу то-то, чувствую это. И также можно написать пожелания тому времени, в которое вы пишете. Вы можете вообще сделать хоть письмо себе на конец лета, например. Можно сделать письмо на год вперед. Ну, как вы сами чувствуете, когда бы вы хотели прочитать, сколько вам нужно времени для новых изменений. Напишите 2 письма, например. Одно на Новый год себе, второе, например, на следующее лето, на начало, чтобы открыть его перед началом лета, вдохновиться, или там на Новый год вдохновиться. В общем, идея, я думаю, вам понятна. Это очень круто. Если бы меня спросили, куда положить письмо, чтобы его не потерять, я его кладу в папку с документами, потому что там точно оно не потеряется, я точно его не забуду при переездах своих бесконечных, и всегда его там нахожу. Дальше. Скажите, как давно вы гуляли в парке? Вот просто взяли себя и пошли в парк после работы, когда угодно, хоть на обеде, да, без разницы. Просто прогуляться самому в парке без какой-то либо цели, отдохнуть, выдохнуть. Считайте, что это медитация своего рода. Можно также пройтись со своим другом либо подругой, можно одному, без разницы. Можно включить музыку, можно послушать звуки природы, смотря какая у вас там обстановка. Сделать с собой, конечно же, чаек в термосе с бутербродами, это тоже очень круто. И я обожаю очень такой вайб.
Можно купить кофе, например, или чай, тоже с какими-нибудь там пироженками, хот-догами, и пойти вместе прогуляться, либо одному. Условно такое медитативное свидание с собой. Если будет скучновато, так скажем, ну или захочется что-то еще поэкспериментировать, попробовать, рекомендую вам подумать о себе в третьем лице. Это очень прикольно, это как-то пришло ко мне в голову в Питере, когда я гуляла, и я на самом деле теперь частенько такое практикую, если не забываю. И это помогает лучше себя понимать. То есть ты гораздо лучше как будто со стороны видишь ситуацию, что ли, и чувства, как будто другого человека. Потому что ты говоришь о себе. Давайте про меня сейчас. Вот она сидела, записывала видео в пасмурную погоду, ей периодически мешало солнце, люди заглядывали в экран, но она чувствовала себя хорошо, потому что она находится в теплом классном месте и ценит все, что у нее вокруг находится. Ну, условно. И вы просто думаете о себе в третьем лице, рассказываете как о персонаже, что же он там чувствует, что же он там делал. Это тоже очень прикольно, но не забудьте, что главный здесь пункт — это прогулка в парке. Это некого рода медитация. Далее, я рекомендую вам хотя бы попробовать приготовить новое блюдо. Если вы не любите готовить, конечно, не надо себя насиловать, хотя можно попробовать что-то достаточно простое приготовить, но здесь либо можно заменить, либо можно объединить с тем, чтобы купить обязательно себе хотя бы новую свою любимую кружку, из которой вам будет приятно пить. Согласитесь, это всегда задает какой-то классный вайб. Я люблю дарить кружки, есть у меня друзья, которые постоянно до сих пор ими пользуются, хотя уже много лет прошло, потому что я попадаю просто в точку, чтобы человеку максимально нравилось. И также можно купить какую-то красивую тарелку, из которой просто будет банально приятно есть, даже яичницу, даже вот что бы там ни было, какой-то салат. Особенно если вы хотите придерживаться правильного питания, это тоже очень помогает, потому что та самая как будто бы где-то безвкусная еда поначалу, когда кажется нам, что это не очень вкусно, мы можем положить в красивую посуду, и это уже придает как будто бы вкуса этому блюду. Далее мы можем купить что-то из детства. В каждом из нас, сколько бы лет нам ни было, хоть 80, хоть сколько, вообще без разницы, в нас всегда живет внутренний ребенок. И когда-то в детстве у нас были любимые какие-то вкусности, приколы, какие-то любимые свои вещи, игры и так далее. В моем детстве, например, я любила такие часики вот эти вкусные, прям обожала их безумно. Я до сих пор, даже если увижу, я возьму. Но сейчас я в Грузии нахожусь, поэтому здесь вряд ли, конечно, я такое найду. И вам рекомендую тоже порадовать своего внутреннего ребенка чем-то из своего детства, чем-то вкусным. То, что вы любили, это может быть что угодно. Хуба-буба какая-то. Помните, еще такие в ленточках были жвачки? Я помню эти жвачки с колечками, которые я постоянно покупала. Это реально зажигает что-то. Каждое действие, вот, которое я сегодня рассказываю, оно может звучать где-то просто, но поверьте, оно зажигает вас в вашей голове абсолютно новые, либо старые нейронные связи подрывает, которые образуют новые, потому что в новых нейронных связях у вас из старых, очень сложно, наверное, завернула сейчас. В общем, просто доверьтесь. Знаете, что у вас просто будет освежаться голова с каждым разом, вы будете приходить в себя и снижать стресс. Еще один из многим приятных способов, кому-то неприятных, хотя я очень люблю убираться, прибираться, все переставлять. Мне кажется, я вообще лет с 14 просто при любом каком-то плохом или неприятном раскладе я все время что-то переставляла дома, и мне реально становилось лучше. Это всегда обновление, и в целом, как даже мой любимый автор Александр Король рекомендует все время не привыкать к чему-то, все время менять обстановку, менять окружение, окружающую среду, наши привычки и так далее. Не утопать в них, не задерживаться там, чтобы не становилось это все, не облепляло вас таким твердым камнем, чтобы мы были гибкими, чтобы мы новое пробовали. В этом и есть наше развитие, мы очень сильно развиваемся. Говорю вам как человек, который реально через себя это все познал. И уборку обычно рекомендуют книгу «Магическая уборка» Мари Кондо, кажется, как-то что-то такое, как это называется. Но, как делаю я всегда, и, по-моему, кто-то мне сказал, что в этой книге тоже была плюс-минус такая же система, что
любую полку или что угодно, что вы хотите прибрать, нужно все оттуда просто вытащить обязательно и потом заново сложить. Даже если кажется, что ты просто сейчас я чуть-чуть там вот это в сторону отставлю и поставлю обратно. Нет, все нафиг сметаем с полки и заставляем обратно, потому что это реально все станет по-другому, ваш мозг уже по-новому захочет что-то где-то в разные места поставить, просто поменять даже местами, что где лежало. Поэтому попробуйте. Далее, схоже с пунктом про прогулку в парке, я рекомендую вам просто сходить туда, на любую улицу, любое место, не обязательно до парка, еще что-то, в место, где вы не были. Просто погулять по улицам, на которые бы вы не зашли условно. То есть у нас все равно есть определенные маршруты на работу, к подруге, к друзьям, просто где-то гуляем, там у нас любимое место, что-то покушать, купить, продукты и так далее. И есть такие, даже если взглянуть там на 2GIS, либо Яндекс.Карты, неважно, на наш город, в котором мы находимся, есть улочки, на которых мы обычно не бываем, либо никогда не были. Пришел этот газонокосильщик, все сигналят, ездят, я смогу. Прогулки в новых местах освежают всегда тоже голову, снижают стресс, это прям факт. Я всегда, даже если я иду в раздраве вот в таком, если я пойду просто каким-то новым путем, новым двором, неважно, где я просто не была, мне гораздо лучше становится. Вот представляете, просто всего лишь один маленький нюанс. Ты даже еще не работаешь с собой, не со своим внутренним чем-то, да, там какой-то частью внутри, которая расстроена, а просто обстановка, смена обстановки вокруг уже несет такой результат. Единственное, что, пожалуйста, аккуратнее. Я, когда ходила на самооборону, нас там учили тому, чтобы, особенно в безлюдных местах, если это лес или просто какое-то не очень безопасное безлюдное место, то лучше снимать наушники, потому что мало ли что может произойти. И не будем уповать на удачу, и что с нами это не случится. Я изучаю, я вам уже так упоминала, я изучаю сейчас психологию разных преступников, маньяков и так далее. Мне стало интересно, что у них в голове. После того, как я примерно понимаю, да, что в голове у хороших, адекватных людей, поверьте, ситуации просто, конечно, разные случаются, от всего прям себя не убережешь, но я до сих пор пользуюсь этим правилом, и если я иду где-то, где нет толпы, где нет людей, которые, если что, вдруг могут заметить, если что-то произойдет, то я обязательно снимаю наушники. Вы должны слышать, что происходит вокруг вас. Как я могла забыть вам сказать, что как-то вот недавно я гуляла в парке в месте, где я еще не была. Я шла расстроенная, меня очень сильно расстроили. Я шла такая вся насупившаяся, мне еще надо было потом видео снимать. Помните, я вам видео в парке про перезагрузку снимала? Буквально до этого я так расстроена была. Я иду и вижу зебру. Зебру, блин, у меня вот такая улыбка до ушей. Я еще по телефону в этот момент разговаривала. Я начинаю орать: зебра, зебра, я вижу зебру. Это так классно увидеть ее рядом, вживую, вот она стоит. Короче, это было тоже очень неожиданно, приятно. И представьте, как у меня эмоции просто подняли мне настроение, вся эта ситуация, хотя она просто неожиданная. Далее, что я вам рекомендую, это сходить на закат. Также можно одному, также можно с кем-то. Одному тоже очень кайфово. Просто, когда будет закат в вашем городе, подготовиться либо бюджетно, если взять с собой, опять же, термос с бутербродами и такой мини-пикник себе сделать, либо пойти с кем-то и устроить какой-то уже даже запланировать, да, полноценный пикник. Можно взять с собой на пикник фрукты, сыр можно обычный, можно камамбер. Я брала, тоже очень классно смотрится, и вкусно, и прекрасно. Можно взять разделочную доску, чтобы подложить, чтобы все это красиво лежало. Также я рекомендую брать не пластиковую прям посуду, а бумажную. Она и смотрится более эстетично, не так как пластик. Пластик в целом вреден, да, как мы знаем, но просто бумажная посуда будет вам удобнее. Далее это завтрак на рассвете. Вы вообще когда-нибудь вставали и кушали на рассвете? Я до того, как я вообще в целом путешествовать поехала, я жила когда в Красноярске, в Новосибирске, мне не хватало вот этих каких-то красивых мест, хотелось чем-то вдохновиться, и несмотря на то, что я не любитель была всегда вставать как-то пораньше, но завтрак на рассвете всегда мотивировал к этому, и это такое вдохновение на целый день. Можно взять круассаны с кофе. Можно сделать бутерброды, опять же, с чаем, и пойти просто встретить рассвет, зарядиться и вдохновиться на целый день.
А, еще можно взять кашу. Я делала как-то рисовую кашу с маслом. Это было так классно вообще. Вкуснее каши просто не бывает, если не кашу на природе. Следующий пункт — это погулять под дождем. Вот просто сделайте, пожалуйста, этот пункт точным, важным и нужным, потому что погулять под дождем, просто расслабиться, почувствовать себя как ребенок, насладиться капающими этими каплями, ливнем, и это очень круто. Если вы еще снимаете контент, это очень зайдет, это такой, так скажем, тренд, но в целом это какие-то необычные ощущения, приятные, почувствовать себя реально, можно сказать, ребенком. Очень классно отдаешься эмоциям, очень вдохновляешься и понимаешь, что не только нужно радоваться солнцу и вдохновляться этим, а также можно расслабиться и кайфануть просто так по-ребячески под дождем. Следующий пункт — это провести день без сети, то есть на авиарежиме, либо хотя бы без интернета, чтобы у вас была подключена сеть, да, чтобы вы могли позвонить, но не могли позвонить там по интернету или вы зайти в интернет. Лучше, конечно, авиарежим ставить, потому что когда на авиарежиме, как-то надо все включать, и уже даже если тебе что-то срочно надо, ты думаешь, не буду тогда делать, лучше что-нибудь другое. Во-первых, заметьте, мы живем сейчас в мире таком, когда ты без телефона условно не представляешь свою жизнь. Ты постоянно, у тебя в нем все, у меня в телефоне все. Я сейчас так устала от телефона, что я купила себе просто, чтобы вы понимали, тетрадки для каждого дела, которое мне нужно сделать в телефоне. Например, если мне надо что-то там для Ютуба прописать, у меня есть для этого отдельная тетрадка, где я прописываю, вот она передо мной здесь лежит. Если у меня что-то надо мне прописать там для Телеграма, для запрещенного грамма, тоже у меня есть отдельная тетрадка теперь, потому что в телефоне это просто невозможно. Ты как фрилансер бесконечно проводишь там времени, особенно для фрилансеров полезно, и это нифига не расслабляет наш мозг. А еще придет уведомление, туда зайдешь, там потеряешься, зайдешь в какой-нибудь запрещенный грамм, там потеряешься. Короче, это бесконечная какая-то кабала, из которой надо вылезать, ребят. И самое интересное, можете что проследить, если вам будет, вот чем тяжелее вам будет без телефона целый день, если вы не будете понимать, что же делать-то вообще, книжку уже почитали, кушать приготовили, как это без интернета целый день, то тут уже вопросики. Тут, значит, все очень запущено, потому что, представляете, как мы разучились вообще без телефона жить. Конечно, если сильно тяжко, можно не обязательно прям без интернета. Тут больше суть без телефона провести время. Можно, например, включить, опять же, фильм с компьютера. Не проблема. Но я думаю, если вы в целом пойдете там условно в парк, еще куда-то, объедините это с каким-то пунктом, то вам будет гораздо легче. Единственное, предупредите только родных, близких, что вы выключаете связь, чтобы вас не потеряли, там не подали в полицию, что вас нет, что вы вообще куда-то пропали. Далее тоже такое терапевтическое действие — это выписать все хорошее, что вы делали. А вообще классно это делать каждый день, но я понимаю, что все ленятся, никто не будет выполнять мои упражнения, которые надо делать каждый день. Можно делать хотя бы раз в неделю, ну или хотя бы раз в месяц, или хотя бы один раз. Вот как мы с вами эти пункты и делаем. То есть просто выписать то, за что вы себя благодарите, да, условно, что хорошего все-таки делаете. Окей. It's live? Yes, no. TikTok? No, YouTube. YouTube. Russia. Russia. And you? I'm from Israel. What's your channel? Burik. Oh, this one? Yes. Nice. Okay. 1000. Yes. Yeah, good. Nice, nice. I will do a subscribe for you. Okay, thank you. Good luck. Thank you. Вот так вот. Я и забыла, что у меня микрофон вообще в руке. На чем мы там остановились? Выписать все хорошее, что ты делал, и за это ты себя, во-первых, благодаришь и не обесцениваешь, видишь вообще слабые места, где на самом деле о себе не очень хорошего мнения, а получается по факту ты достаточно много делаешь. Поэтому рекомендую этим заняться. У меня сейчас немножко сумбурные мысли, потому что
Кстати, прикольно быть блогером, потому что особенно вот так сидеть в месте, где есть народ, где люди вообще ездят, ходят, и вот можно познакомиться. Я еще учу английский, очень хочу разговаривать свободно, писать субтитры, чтобы с любой стороны человек мог посмотреть мои видео. Я еще пока на этапе изучения. Ну и последнее в нашем списке — это фильмы. Это самое простое, да, но то, чем можно опять же зарядиться, потому что я заряжаюсь частенько фильмами, они наводят на какие-то новые мысли, и я вам оставляю список фильмов, которые классно вдохновляют не только на самом деле летом, но летом какой-то особенный вайб их смотреть. И если вы захотите провести как-то выходные сам с собой, либо с кем-то, посмотреть какое-то кино, такой вечер кино устроить, то можете пользоваться этим списком. Привет! У меня новые зрители. Привет! Привет! Малыш. Ты малыш такой сладкий. Скажи привет. Как тебя зовут? Лера. Приятно познакомиться. Ты из какого города? С Украины? Классно. Отдыхаете здесь? Круто. Как канал называется? Просто фамилия моей Бурик. У меня там 1000 подписчиков, я пока еще новенький. Не боишься собак здесь? Нет? Молодец. Снимаю ролик сегодня, все подходят, знакомятся. Рада тебя видеть была. Скажи что-нибудь подписчикам. Всем привет! Пожелаем что-нибудь. И желаю вам, чтобы вы не болели и чтобы вы дальше смотрели этот канал. Да. Спасибо. Хорошего дня. Вот, да? Бурик. Бурик. Да. Быть блогером — это очень весело. А у вас прямой эфир говорят? Кстати, может реально делать прямые эфиры? Я задумывалась о Твиче. Что вы об этом думаете? Или о прямых эфирах на Ютубе? Вообще, если кто-то в этой теме разбирается, пожалуйста, обращайтесь. Буду рада посотрудничать. Делитесь в комментариях, что будете из этого выполнять. Буду рада послушать. Я на каждый комментарий отвечаю, вникаю в него, выделяю на это специальное время, чтобы не отвечать на абы как, чтобы каждый человек был услышан, потому что я знаю, каково, когда ты пишешь блогеру условно, а у него там 1000 человек отвечают, и ему просто некогда даже пообщаться, и ваш комментарий улетает в никуда условно. Я желаю вам хорошего дня, надеюсь, вам было сегодня весело, мне было весело, поэтому желаю вам прекрасного ночера, утра, вечера, когда вы это смотрите, и до субботы 10 утра по Москве. Целую. А те, кто остаются, как всегда, после видео, я вам сейчас море пойду покажу. Пойдемте, я вам покажу море. Я сегодня, кстати, вот так миленько одета, в белом, но мне это не мешает гладить собак уличных и сидеть хоть на песке, хоть на чем. Такой у меня вайб.